Никогда еще не было так просто делать свой род. Затянул какую-нибудь барабанную партию, дотянул для нее гитарный риф, повторил с остальными гитарами, продублировал хотя бы 2 минуты и готово. Ну, конечно, сложно назвать это прямо-таки песней, но это легко исправить. А деньги где? А где мои фанаты? Что за хуйня? Меняем пару рифов, барабаны, добавим подобие куплетов и припев. Переходите обязательно. Можно даже солягу попробовать всунуть. И уже весьма неплохая песня получилась. Можно хоть прямо сейчас с пацанами идти клип записывать. Барабанные партии. Ритм песни задает, короче. Есть 4 стиля игры. Быстрая, среднячковая, медленная и жесткая. Также имеются переходы, или же бриджи, ваншоты, стерочка и крестик. Внутри каждого стиля игры имеются разные ритмы. Наверное, мне следовало подучить терминологию музыкальную, но я что-то глянул и понял, что там пизда. Объясняю по-человечески. Вот этот большой барабан задает ритм, и уже под этот ритм барабанщик отбивает свои партии. Ну, так-то барабанщик и бьет по большому барабану, но не суть. Основной прикол заключается в том, что вам достаточно лишь послушать ритм большого барабана, ведь тут все последовательно. Объясняю. Первая барабанная партия вообще в любом стиле это всегда не очень быстрые удары по этому барабану и по этой тарелочке. И всегда последняя партия это удары по большой тарелке. И также с остальными партиями. Везде есть своя последовательность, чтобы вам было удобнее сочинять свои приколы. В целом, я мог и не рассказывать про это, ведь вы так или иначе будете слушать все партии всех стилей, независимо от того, знаете ли вы последовательность или нет. Но я хочу, чтобы вы прочувствовали весь ахуй от этой игры. Это очень важно. Переходите. Ну, вы сами понимаете, что это такое. Вот пример. Так же, как и ваншот. Просто бьет по одной штуке, либо по 2 штукам. Пригодится на все случаи жизни. Стерочку скипаем. Это просто альтернативный способ удалять риф из дорожки, которым вы не будете пользоваться, ведь есть горячая клавиша на стерку. А крестик может и пригодиться, он обрывает партию. А теперь переходим к гитарам. С ними все немного сложнее. У нас имеется 14, я предполагаю, ладов. На каждом из них есть одинаковый набор рифов. Это вот эти вот буковки. И разные специальные рифы. Они, к слову, не везде есть. Рифы делятся на 2 категории. Обычные и лидирующие. Что за лидирующие рифы? Ну вот, зацени трек. Если ты не дохуя особенный, то наверняка твой слух цепляла именно игра Кирюхи, который жарит солягу. Ну вот это и есть лидирующие рифы. Они берут на себя внимание и играют по сути основной мотив песни. Как, например, здесь. Конечно, это от случая к случаю зависит. Вы можете сочинить трек полностью на обычных рифах, или вообще на одних лидирующих. Но это вероятнее всего будет звучать либо скучно, либо сухо, либо все сразу, ведь одно другому не мешает. А нам нужна сочность, которая достигается путем комбинации обычных и лидирующих рифов. Послушайте ту же солягу, но с 2 лидирующими гитарами. Басуха тут как бы не вывозит. Кстати о ней. Она здесь, как и в реальности, поддерживает остальные гитары путем игры обычных рифов. Кстати, у меня для вас есть лайфхак. Видите, как Маджомба играет на гитаре. Суть в том, что для каждого рифа есть своя анимация, и по ней вы можете определить, на каком ладу играет персонаж. Это вам поможет делать более связанные рифы без скачков тональности. Ну или еще в чем-то может быть полезно. Горячие клавиши.
кто их подогрел? Куда удобнее и быстрее делать все не только лишь мышкой, но и кошкой, но и на пробел вы следите вот за этой штукой. На циферке с 1 по 6 вы выбираете и редактируете рифы, удаляете рифы, проигрываете музыку с места, которое выберете, синхронизируете, выделяете, дублируете. Чуть правее расположены кнопочки. Проигрывание песни сначала. Не рекомендую ее использовать, ибо песня немного всосно воспроизводится. Рифы будто не успевают подгрузиться, поэтому иногда у них появляется задержка. Кнопку практики пока пропустим и кнопка поделиться. Там помимо того, что вы очевидно делитесь треками, вы еще можете и послушать треки, написанные другими людьми. Oh man, this song is so awesome! Честно говоря, я впервые нажал на эту кнопку, вот прям когда написал про нее в сценарий. Далее Jet Data and Load Data. Впервые хранится ваша песня. Вы все, что здесь находится, копируете и отправляете там своим друзьям или сохраняете в блокнот, чтобы не потерялось. Рекомендую, кстати, ибо ваш прогресс сохраняется в куки файлах, которые я периодически случайно удалял через CC Cleaner. Нахуй он нужен вообще? В Load Data. Вы, соответственно, вставляете весь этот набор букв. Итак, вы зашли в игру, скипнули обучение и сходу сделали свой супер трек. Как его сохранить? Как ты уже ранее говорил, через блокнот? Нет, конечно. Позади барабанщика есть листы. В тот, что слева, ты сохраняешь свои песни. Про лист справа чуть позже. И не нажимайте эту кнопку, если предварительно не сохранили свой шедевр. Она стирает холст. А теперь давайте я вам объясню, почему это не просто прикольно оформленный музыкальный конструктор, а именно что игра. Да и не простая игра, а ритм-игра с элементами визуальной новеллы. Значит, вы сочинили песню, попрактиковались в этой вот кнопочке, про которую я ранее говорил. Играете как раз в эту самую ритм-игру. Тут ничего сложного, нажимаете нужные кнопочки в ритм и все будет классно. Затем тыкаете вот на эту карту и идете ее петь. Для начала из гаража. Надо же с чего-то начинать. На вырученные деньги можно приобрести какой-нибудь шмот. Обширный выбор кастомизации позволит вам создать панка своей мечты. Переоделись? Теперь можно и самим на концерт сгонять. Посматривая выступления других групп, вы сохраняете их песни себе. Хранятся они как раз в листе справа. Их вы тоже можете играть на концертах, практиковаться, вдохновляться и сочинять что-нибудь свое. Hey, that's rad, man! Dude, you need some money. Do some concerts in my garage, man! Сочинять. Что ж, давайте поговорим про эти ваши сочинения. Раньше я считал верхом гениальности, когда песня написана на одних только буквах, пока сам не сочинил пару таких и не наслушался песен, написанных на одной лишь. Теперь же верхом гениальности я бы назвал использование вообще всего, что дает тебе игра. Циферки, буковки, лидирующие, обычные рифы, переходы. Но это, конечно же, чисто для воебонов. Как я уже ранее говорил, вы можете писать песню вообще чисто на одних буквах, на одних цифрах. Никто вам не запрещает. Но когда вы уже освоитесь с движком и сочините пару песен, и будете поглядывать, что делают другие, то не сможете не обращать внимания на то, как это сделано. Первостепенно, конечно же, чтобы это звучало пиздато. Собственно, именно поэтому я и скрыл дорожку с рифами, чтобы люди оценивали чисто звук, а не то, как изъебисто я рифы набросал. Как вы можете догадаться, редактор весьма ограничен и рано или поздно исчерпает себя. Хотя за полгода активного использования все еще не исчерпал. Бля, вот если бы вышел Pankomatic Pro... Бля, это была бы просто самая лучшая программа в мире для создания вообще всего, что тебе душа хочет. Ёбаный рот. Вы, к большому сожалению, не сможете повторить свою любимую солягу. И вот эту солягу. А еще вот эту. И такую тоже. А еще вот эту. И такую тоже. А еще вот эту. А еще вот эту.
И такую тоже. А еще вот эту. Отчасти это потому, что вы не можете настраивать темп песни. Он как бы зависит от того, какие рифы вы юзаете. Да и самих рифов уже довольно мало в игре. Почему уже? А вы в курсе, что Панкоматике уже 17 лет? И множество уже новых и даже уже старых выдумок сюда не добавили. Уже. Суть в том, что спустя пару десятков песен, скорее всего, вам захочется большего. Если не... уже захотелось. И как быть в таком случае? А вот как издебнулся один интернет-гений. Он объединил Панкоматику и битбокс. И получилось весьма сексуально. У него же на канале я нашел вот эту вот штуку. Не уверен, получится ее как-то с Панкоматикой объединить, но может кто-то захочет попробовать. Теперь знаете, что такое есть. Еще можно попробовать скомбинировать Панкоматик с Fruity Loops'ом или любой другой похожей программой. Что ж, а теперь поговорим о грустном. В видосе по Ишину я в конце сказал такую фразу: «Молимся всем селом, чтобы Рую Гагутаку Studio портировала Ишин на ПК». И буквально спустя пару месяцев они выкатывают анонс портов Джуджментов и Ишина. Это, конечно, никак между собой не связанные события, но вдруг что-то волшебное случится. Я вам сейчас немного расскажу про продолжение этой легендарной штуки. Я ее немножко ранее упоминал уже. Панкоматик Pro. Он должен был решить все проблемы второй части. А именно, убрать задержку и ограничения на длительность трека, добавить более тонкую настройку рифов. Можно было бы специальные рифы начинать с середины или любого другого удобного для вас момента. Появилась бы настройка темпа, настройка громкости инструментов. У барабанной установки появилось бы больше инструментов, по типу каких-нибудь колокольчиков или разных барабанов. Игра должна была работать онлайн, и все рифы должны были храниться на сервере, на который можно загружать новые рифы. Добавили бы всякие звуковые эффекты, всплески водой, сверчки и всякая такая шалупонь, которая бы придала вашему треку особенности, не такой как всешности. Появились бы эффекты, которые можно накладывать на сами инструменты по типу реверберации, эквалайзера и прочего. И реально многое-многое другое. Оставлю вам ссылку на веб-архив, можете поплакать там. Почему веб-архив? Да, блять, потому что, я не знаю, какие-то гандоны положили официальный сайт. И единственный способ теперь посмотреть его это через веб-архив. Я не знаю, что случилось с автором. Надеюсь, он жив и здоров и просто потерял интерес к проекту. И восстанавливать сайт свой он, видимо, не собирается. Да уж, и крайняя его подделка очень странная. Ты очень медленно прыгаешь за кусок мяса под мотивирующую песню и мотивирующие фразы. Может, он выгорел? Представляете, пока я уже 5-й час рендерю этот видос, я узнал, что у него есть Twitch канал, на котором он стримит, как он делает уже новую игру какую-то, файтинг. Кажется, Панкоматик Pro выйдет совсем не скоро, если выйдет вообще. Ребят, закрывайте нахуй видео.